Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Джавахир угрожает Сабихе Ханем, Баран и Дилан становятся свидетелями этого. Затем он кричит, что здесь происходит. Затем он говорит: «Оставьте нас в покое». Когда я спрашиваю Джавахира, что происходит, он говорит, что если мне не заплатят за то, что я делаю в деловой жизни, я призову его к ответственности. После того, как Баран сказал, что госпожа Сабиха – моя семья, и вы не будете с ней связываться, Джавахир пытается закрыть вопрос, поскольку это чисто деловой вопрос. Потом прибегает Дилан и говорит, что мою мать забрала полиция. Баран говорит, что я пойду за тобой и вернусь в особняк с Хевином. Он говорит Джавахиру, что наш разговор остался незавершенным, я не люблю оставлять что-то незавершенным, поговорим. Пока Дилан очень расстроен из-за своей матери в особняке, выходит Хасан и говорит, что в интернете полно статей о контрабанде в больнице. Дилан очень расстраивается, когда слышит это, и все советуют ей не волноваться, поскольку выяснится, что госпожа Сабиха не имеет к этому никакого отношения. Когда госпожа Азади сказала, какая польза, если бы ее оправдали, было бы лучше, если бы при ней не упоминалось имя Карабеев, господин Кудрет заставил ее замолчать. Когда Дилан хочет пойти в полицейский участок, в то время как все пытаются отговорить его не идти, в особняк позади Барана входит дама Сабиха. Дилан бежит и прыгает на шею Гэжи Сабихи, крича: «Мама, мама, мама!». Затем он обнимает Барана и говорит ему большое спасибо. Вечером Харун делает покупки для вечеринки, приходит в ресторан и рассказывает Ясмин о том, что он купил. Ясмин говорит, что ты только что хорошо справился. Пока Ясмин думает о том, что сказал Харун, Харун также думает о том, что сказала Ясмин. Госпожа Сабиха рассказывает Дилану подробности событий, чтобы он не волновался. Когда Дилан говорит: «Мне очень жаль, тебе пришлось пережить очень трудные времена в эти дни, но с этого момента я не оставлю тебя в покое, но ты должна сказать мне, кто твой враг», говорит Сабиха, моя дочь. Ты, как и я, делаешь все, чтобы защитить своих близких. Дилан говорит, что я теперь мать и не могу позволить себе роскошь совершать ошибки. Пока Баран говорит в своем кабинете, что Сабиха Ханем невиновна, Ферат и Кудрет рассказывают о том, как это произошло. Пока Баран спрашивает Кудретбе, есть ли какие-либо изменения в отношении Джавахира, приходит Хасан. «Ой, совет снова собрался, какие решения ты принял, племянник?» Когда он спрашивает, все в комнате куда-то уходят. Хасан выходит из комнаты, ничего не сказав, ушел только Баран. Когда Дилан спрашивает Гэжу Сабиху, почему Джавахир имеет дело с вами, госпожа Сабиха объясняет, что я играл в игру, чтобы вытащить ее из партнерства, и она злится на меня. Проводив Сабиху, Баран спрашивает Дилана, хочет ли он пойти куда-нибудь, но Дилан говорит: «Ты очень устал за весь день, я хочу, чтобы ты отдохнул». Когда Сабиха Ханем приходит к себе домой, она находит перед собой Джавахира. Джавахир говорит: «Добро пожаловать, я приготовил еду своими руками, возьми себе тарелку, поедим вместе». Когда госпожа Сабиха выгнала его из дома, он говорит: «Я немного зашел к тебе домой, пока тебя не было, я все поменяю, когда он станет моим, это не для меня». Когда госпожа Сабиха говорит, что переходите к делу, Джавахир говорит: «Сейчас я заберу у вас все, я не знаю, будете ли вы искать убежище у своей дочери или нет». Госпожа Сабиха: «Наслаждайтесь, это ваши последние дни в этом доме», и уходит. Госпожа Сабиха говорит, что когда он уйдет, вы не сможете ничего сделать ни моим близким, ни мне. Пока Баран и Дилан сидят на кровати, Дилан говорит: «Мне очень жаль, что случилось с моей матерью». Затем он говорит, что я думаю, что скучаю по спокойной жизни, почему мы такие, все, что я хочу, это немного покоя. Потом он говорит: «Представь, что мы с малышом в приморской хижине». Когда я спрашиваю, пройдут ли эти плохие дни после такого прекрасного сна, Баран говорит, что они пройдут прекрасно, но сон о необитаемом острове немного труден.
Когда Дилан говорит: «Я не думаю, что это должен быть необитаемый остров, давайте все соберемся вместе, потому что семья – это все с ее грехами и добрыми делами», Бэрон целует ее в лоб и обнимает. Джевдит и Цеврии очень рады следующей ночью, когда узнают пол своего ребенка и заключают пари, что назовут его. Дилан и Бэрон готовятся завтракать. Госпожа Сабиха приходит в особняк, а госпожа Азади посылает Гэжу Кадер и говорит: «Госпожа Сабиха, вы время от времени приходите и уходите сюда, но я не буду держать под своей крышей того, кто сотрудничает с врагом». В этот момент приходит Дилан и Баран спрашивает, есть ли проблемы. Сабиха говорит, что проблем нет. «Извините, я вас беспокою, но я положу этому конец». Джевдит и Цеврии от волнения лопают воздушный шар, чтобы узнать пол ребенка, но воздушный шар оказывается пустым. Ясмин и Харун спорят из-за этого, и Ясмин просит разрешения снова подготовиться. Когда госпожа Сабиха говорит за завтраком, что быть семьей очень ценно, Баран говорит, что семья с ее грехами и добрыми делами значит для нас все. Госпожа Сабиха отвечает, что со мной то же самое, и Баран выходит из-за стола, говоря, что у него есть работа. Когда Цеврии и Джевдит лопают воздушный шар, принесенный Ясмин, они узнают, что ребенок будет мальчиком, и очень счастливы. В то время как Дилан говорит, что она с нетерпением ждет того дня, когда она будет держать своего ребенка на руках, госпожа Сабиха говорит, что ей хотелось бы увидеть и эти дни. Когда Дилан смотрит на нее с беспокойством, как на мать, госпожа Сабиха говорит: «Я помню тебя, когда ты была ребенком, ты поймешь, когда возьмешь своего ребенка на руки». Когда Дилан просит маму: «Пожалуйста, скажи мне имя этого врага», госпожа Сабиха разговаривает с Диланом, как будто прощается, а мама Дилана беспокоится, в порядке ли ты. Затем госпожа Сабиха говорит: «Со мной все в порядке». Дочь поворачивается к Хевину и говорит: «Ты всегда была со мной, кроме одного раза, но я рада, что ты это сделал. Я знаю, что ты рассказал Карабеям о местонахождении Дилана». Леди Сабиха доверяет Хевина и Дилана друг другу, прощается и крепко обнимает Дилана. Когда Дилан спрашивает: «Мама, что происходит?», она отвечает: «Не волнуйся, с этого момента тебе станет лучше. Я немного взволнована после того, что произошло вчера». Когда поэт спрашивает Джавахира, почему мы не делаем ставку на Барана Карабея, Джавахир с удовольствием отвечает, что мы сначала сократим толпу вокруг него и прикончим Барана одним ходом. В этот момент звонит госпожа Сабиха и говорит, что я вам продам больницу, хочу поговорить о деталях с глазу на глаз. Джавахир соглашается, а затем говорит Шаиру: «Иди и жди новостей от меня». Когда Бэрон видит, что Дилан обеспокоен, он спрашивает, что с тобой не так. Пока он думает послать одного из мужчин, если ему не нравится Баран, звонит телефон Барана, и он уходит поговорить. В то время как Дилан говорит: «Я лучше позвоню своей матери», приходит Хевин и говорит: «Я заберу свои вещи из дома». Дилан спрашивает: «Тебе интересно, что касается моей матери, не так ли?» Потом, когда Хевин объясняет, что такого не бывает, «Я приду со своими вещами», Дилан говорит: «Спасибо за то, что ты для меня сделал». Когда Хевин говорит: «Пожалуйста, прости меня», Дилан говорит, что «Я уже забыл». Когда к нему приходит Баран и Дилан говорит, что Хавин сообщил вам, что я нахожусь в доме Сабихи Ханем, Баран говорит: «Браво, не все так делают». Господин Кудрет собирает всех в своем кабинете, потому что есть новости от Мардина, затем сообщает им, что Джавахир ведет совместный бизнес с Шаром. Когда Баран спрашивает Ферата, не знает ли он об этом, Ферат отвечает: «Нет, сделал бы я это, если бы он был его двоюродным братом». Затем они спрашивают Хасана, и он ошеломлен, но отрицает это. Тем временем звонит телефон Барана, и мужчина сообщает ему, что они потеряли Сабиху Ханем из виду, и Баран злится, задаваясь вопросом, как он мог ее потерять. Бэрон садится в машину и в гневе покидает особняк. Все мысли Дилана сосредоточены на Сабихе Ханем, он не выдерживает этого и звонит ей. Тем временем Сабиха ждет Джавахира в своей машине.
Когда госпожа Сабиха не отвечает на звонок, Дилан говорит: «Нет, так не будет», и быстро выходит из комнаты. Хотя Джавахир садится в машину Гэжи Сабихи и спрашивает, куда мы едем, Сабиха не открывает рта. Когда Хевин приходит домой, он не может найти Сабиху, но оставляет Хевину некоторые документы. Пока Хевин спрашивает Гэжу Сабиху, что вы сделали, Дилан звонит ей и говорит: «Я не могу дозвониться до матери, я иду домой». Когда госпожа Сабиха едет слишком быстро, Джавахир предупреждает ее, чтобы она сбавила скорость, но Гэжу Сабиху это не волнует, а Хевин звонит ей, но она не отвечает. Когда Берон приходит в дом Сабихи, он встречает Хевина. Когда он спрашивает, где Сабиха, Хевин отвечает: «Я не знаю, но она оставила это Дилану и мне». Джавахир говорит: «Я понимаю, ты убьешь и меня, и себя, выставив это как несчастный случай, потому что, если ты убьешь нормально, твой отец не оставит в живых ни тебя, ни твою семью». Когда дама Сабиха становится еще более взволнованной, Джавахир говорит: «Хорошо, знаешь, посмотри, кто является целью поэта в твоем доме», и указывает на Барана и Хевина. Что имеет в виду Баран? Почему он должен сейчас делить свое наследство? Слушай, ты хороший человек. Госпожа Сабиха сейчас может быть в опасности. Скажи мне, кто этот враг, говорит он Хевину. Цеврии поздравляет их, говоря: «У меня был конверт, как вы его узнали, браво вам». Затем он поворачивается к Джевдету и спрашивает: «Ты выиграл пари, как ты назовешь ребенка?» Джевдет говорит: «Я подумаю об этом». Тем временем Ясмин не может оторвать глаз от Харуна и говорит себе: «Что происходит со мной, теперь, Ясмин, опомнись». Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.